Привет, друзья! Тепло уходит, но вкусные рецепты не заканчиваются. Сегодня приготовим с вами замечательные турецкие кебабы с сыром. Самая фишка их в том, что вам не нужно будет мучиться с шампурами. Все самое интересное увидите в процессе. А мы начнем с подготовки гарнира и всех ингредиентов перед тем, как начнем работать с фаршем. И первым делом нам нужно потереть сыр моцарелла на крупной терке. И пока убираем его в сторону, он нам понадобится позже. И сразу приготовим легкий томатный соус, свежий и яркий по вкусу. Все так же на терке натрем помидоры. Нам нужно только мякоть без шкурки. Сюда же на мелкой терке нарезаем чеснок, добавляем соль, перец, оливковое масло и немного хрена. Перец буду использовать крупный. Немного соли, оливковое масло и обычный столовый хрен, чайную ложку. И все хорошенько перемешать. Это идеальный, легкий, яркий по вкусу соус, который хорошо сочетается с любым видом мяса, будь то говядина, свинина или баранина. Также нам нужно порезать овощи. Несколько колечков красного лука. Пара штук сладкого перца. Его мы будем запекать. Немного зелени. Крупно порубим. Здесь у меня петрушка и кинза. И для максимального вкуса в нашем блюде будем использовать маринованные огурцы. Корнишоны нарезаем кружочками. Все, на этом этапе работа с гарниром закончена. Начинаем заниматься мясом. Нам нужно приготовить хороший фарш. Для этого буду использовать жирную говядину. Нарежем ее крупными кусками для мясорубки. Смотрите, какое шикарное мясо. И теперь наша задача прокрутить это все через мясорубку. Буду использовать крупную ячейку и прогоню фарш 2 раза. Хорошенько перемешаем фарш и прокрутим его еще разок. Просто красота. Теперь из этого фарша формируем одинаковые равные шарики массой примерно 100-120 грамм. Примерно вот так. Восемь отличных вкусных кебабов. Теперь наша задача превратить их в тонкую котлету. Для этого берем обычный полиэтиленовый пакет, выкладываем в центр шарик, накрываем вторым пакетом и прессуем. Можно руками, можно чем-то себе помочь. Отбиваем широкий тонкий блин и обязательно подбиваем края. Удобнее всего подровнять ножом. Теперь берем моцареллу, выкладываем ее в центр нашей котлетки и при помощи пакета превращаем ее в пирожок. При этом хорошенько прижимаем края. Вот такой великолепный мясной чебурек должен получиться. И то же самое проделаем со всеми остальными мясными шариками. Положили. Накрыли. И обязательно подровняли.
Старайтесь прижимать мясо к сыру как можно плотнее, чтобы внутри не оставалось лишнего воздуха. Тогда они меньше шансов, что порвутся во время приготовления. Ну что, друзья, у нас все готово к тому, чтобы начать готовить. Сейчас решетка прогреется, мы ее почистим и начнем жарить. Ну а прежде чем мы продолжим, хотел бы порекомендовать вам магазин barbecuecenter.rf. Там вы можете заказать комплексные печи, мангалы, мойки и такие замечательные гриль-столы, у которых приятно собираться по вечерам и готовить вкусные и яркие блюда. Ссылочку на Барбекю Центр оставляю в описании. Переходите, ознакомливайтесь, заказывайте, обустраивайте себе красивую беседку и уют на ваших дачных участках и в домах. А на горячей решетке все отлетает. И первым делом слегка попечем болгарские перцы и подогреем питу. Чтобы ничего не прилипало, смажем решетку растительным маслом. Ну и пришло время для наших сырных кебабов. Выкладываем их на решетку и хорошенько обжариваем с двух сторон. Нам нужно полностью приготовить фарш, чтобы сыр внутри расплавился, был тянущимся, вкусным. Ароматы стоят невероятные, уже представляю, как это вкусно. Снимаем первую партию, вторую снова посолим, поперчим. Ну а наша задача сейчас начать наслаждаться блюдом. Смотрите, какая сочная. Берем питу, выкладываем. Перчик, немного лука, маринованные огурчики, немного свежей зелени, наш балдежный соус. Открываем рот пошире и наслаждаемся.